Спроси, как часом приземляться. Тенерифе. Городок Калао-Салвайе, отель Блюсия Калао Гарден. Выбирая этот отель, руководствовались соотношением сравнительно невысокой цены к позитивным отзывам, которые оставили клиенты этого отеля на разных интернет-платформах. С аэропорта наш трансфер в этот отель занял около 30 минут. Заходим в просторную лобби-зону, где наше внимание сразу же приковывает необычное оформление рецепции. Оказывается, этот полуморж-получеловек – местная легенда Калао Салвайенсис, который на протяжении тысячелетий жил в недрах вулкана Тейде. В здании лобби-зоны также находится мини-маркет. Скажу только, что 5-литровая бутылка пресной воды обошлась нам в 3,5 евро. Около мини-маркета находится пункт прокатной фирмы. Смело можем ее рекомендовать. Работают как часы, стоимость полностью заправленного автомобиля в сутки от 50 евро. Предоставляют полная каска без каких-либо франшиз. Сами апартаменты отеля находятся вот в таких трехэтажных корпусах, каждый из которых назван в честь какого-либо цветка. Мы жили в тюльпане. Прогуляемся по территории отеля. Свободное пространство отеля занимает 4 бассейна, в которых мы чуть позже обязательно искупаемся. Посмотрим на сам номер, точнее апартамент этого отеля. Итак, с коридора попадаем в ванную комнату, где находится умывальник, ванная, унитаз и биде. Сейчас мы находимся в гостиной номера, где оборудован кухонный уголок с полноценной плитой и вытяжкой. Думаю, это большой бонус для тех, кто приезжает сюда не по системе All Inclusive. Как видим, кондиционера нет. Замечу, что мы отдыхали в первой половине июня. Дневные температуры до 27 градусов, ночные около 20. Так вот, жарко в номере не было ни одного дня. С гостиной попадаем на просторную лоджию, с которой открывается вид на бассейн и океан. А теперь осмотрим спальню. Сразу скажу, что не все наши грандиозные планы с женой в ней были реализованы, потому что в самой спальне дверь была попросту снята, а 17-летний сын спал в гостиной. В самой спальне находится большая двуспальная кровать, вместительный шкаф и бесплатный сейф. С
окна спальни открывается великолепный вид на национальный парк Тейде, ради которого мы, собственно, и прилетели на Тенерифе, а не, например, на Гран-Канарию. Вон тот холмик вдалеке, знаменитый вулкан Тейде, ролик о путешествии к которому уже готовится на моем канале, так что есть смысл поставить лайк и подписаться на канал. А теперь окунемся в бассейне. Наплескавшись, идем на ужин. Сразу скажу, что территория отеля не плоская. На самой высокой точке расположено здание рецепции, на самой нижней находится здание ресторана. Поэтому приходилось ежедневно по нескольку раз спускаться вот по таким ступенькам. А кто спускается, должен когда-то и подняться. Если серьезно, для нас такие ежедневные спуски-подъемы проблемой не были. А вот будет ли это проблемой для вас, решайте сами. В ресторане выбор еды невелик, но все было свежим и вкусным. Голодным никто не выходил. Основными гарнирами были картофель, рис и макароны. Всегда было мясо и рыба. Для любителей расслабиться в свободном доступе было вино и пиво. Также по утрам работали кофемашины, которые готовили вкуснейшее натуральное кофе. С ресторана перемещаемся в бар. Первое удивление было вызвано не мастерством и креативностью бармена, а необходимостью вносить депозит размером в 1 евро за пластиковые стаканы, в которые разливали напитки. Изредка бар превращался в концертную площадку. К сожалению, авторское право не позволяет мне более детально ознакомить вас с творчеством этих милых девушек.
сейчас бонус к этому ролику. Мы спускаемся к океану. Вон там наш отель, а это остановка автобусов, что удобно для тех, кто не хочет или не может арендовать автомобиль. Сама дорога занимает около 10-12 минут, но опять нужно учитывать, что обратная дорога будет идти постоянно в гору. Дорога к пляжу идет через вот такую пальмовую рощу, где мы впервые увидели множество удодов. Кроме этих замечательных птиц, по пути мы наблюдаем множество ящериц. А вот и сам пляж и Атлантический океан. Итак, осмотрим более внимательно ближайший пляж, который является песчано-галечным. Как видим, лежаков на пляже нет, но двое спасателей всегда были на своем посту. Hola. Канарские острова славятся своими пляжами с черным вулканическим песком. Особенно контрастно черным он выглядит по линии прибоя. Температура океана была выше 20 градусов, что было вполне комфортно для купания. Любители снорклинга могли развлечься исследованием прибрежной линии. Но вау-эффекта, как, например, в Красном море, здесь ожидать не приходится. Сам пляж очень живописный. С левой стороны он зажат большим скалистым утесом.
правой стороны от пляжа мы можем наблюдать большое количество крабов. Итак, подведем короткий итог обзора. За расположение ставлю отелю 4 звезды с 5 возможных. Одну звезду снимаю с учетом того, что отель находится все-таки не на первой линии от океана. За сам апартамент поставил бы твердую 5, была бы на месте злосчастная дверь в спальню. А так 4 звезды. За бассейны и территорию ставлю 2 звезды. 3 снимаю за то, что лежаки в отеле старые. Впервые мы столкнулись с тем, что в этом отеле не предоставляют полотенец для лежаков. Зато на рецепции предлагают их купить за 25 евро за штуку. Зонтов около бассейна не хватает, а те, которые есть, требуют ремонта. Территория отеля нуждается в более тщательной уборке и реновации. Негатив вызывало множество голубей, которые были повсюду. И в столовой, и за окном нашей спальни. Само питание в отеле оцениваю на 4 звезды. Без особых изысков, но все качественно и вкусно. За обслуживание ставлю 4 звезды. На рецепции всегда можно было получить ответы на свои вопросы. Номера убирались раз в 3 дня без особого усердия, но не скажу, чтоб совсем плохо. В итоге, поскольку в целом отель оставил позитивные эмоции и воспоминания, ставлю ему 4 звезды. Замечу, что это мое сугубо субъективное мнение, которое может не совпадать с вашим. Если вам понравилось видео, поддержите его лайком, а канал подпиской. Свои вопросы и впечатления об отеле оставляйте в комментариях. Ну а пока.